Надеюсь, что это будет. Да. Вот, видите, нам даже сообщили. Итак, сегодня мы будем говорить, плюсики вижу, да, хорошо. Будем говорить про ВКонтакте, или более известный как ВК. Будем и так называть. Исторически это ВКонтакте платформа, а так-то ее все называют ВК. Заявленная тема о том, какой контент создавать, не вполне корректно была заявлена, поэтому вы заранее меня извините, я на тему, какой контент создавать для ВК, чтобы там взлетал он у вас и так далее, я вам рассказать не смогу сразу. Я вам могу рассказать о том, как я веду свой ВКонтакте и какие технические особенности есть у платформы с самого нуля, и что вам стоит учесть там при создании своих постов или при использовании, да, технологически там и как бы процедурно еще можно сказать. Вот поэтому, если вы надеялись на то, что я бустану ваши сообщества или странички, нет, такого не будет. Это зависит только от вас. То есть, что вы напишете, насколько это будет интересно, какие видео вы снимете или ролики, да, клипы, да, опубликуете. Есть, конечно, у меня припасенные несколько секретов, наконец, нашего занятия, я их озвучу. Но вообще эту информацию всю можно найти в интернете и почитать, какие заголовки создавать, как интересно писать, как вести свой блог. Ну, это не относится никак к сути того, что есть какая-то платформа, у нее есть особенности, да, где бы вы ни писали, в Дзене или ВКонтакте, или где-нибудь, не знаю, там в запрещенных сетях нынче. Это как бы связано только с сутью и классом вашего контента. Кто я такой? Давайте представлюсь. Меня зовут Иван Савин. В интернете я известен как Иван Б. Савин английскими буквами, потому что Иванов Савиных много, там поэт есть какой-то и какие-то знаменитые другие люди. В общем, нет, я Иван Б. Савин, и вот по такому сочетанию можно найти мои каналы, блоги и так далее. Я работаю в Сбере уже больше 10 лет, но сразу скажу, что Сбер не имеет отношения к сегодняшнему мероприятию. Просто тот факт, что я работаю в Сбере, просто знайте об этом. Да? Я работал в других компаниях, и отечественных, и зарубежных раньше. Но, в общем, сейчас я работаю в Сбере, и я вхожу в сообщество, называемое сообщество амбассадоры Сбера. Это люди, сотрудники, которые рассказывают вот о Сбере, с которым можно выяснить о Сбере какие-то подробности, продвигают бренд свой, работодатель и так далее. У нас есть такое сообщество, в рамках которого у нас есть Академия амбассадоров, где учат, как создавать контент, как писать в блогах, как снимать видео, ролики, и как этим делиться, и о чем вообще это все. В 2015 году я решил, что интересно бы мне попробовать тоже вести какие-то блоги, то, что все вокруг ведут, снимают, а я что-то нет. И я заметил платформу Дзен, Яндекс.Дзен тогда называлась, где можно очень удобно, в очень удобном редакторе что-то писать, и при этом, если твои публикации как-то становятся популярными, тебе еще и платформа и платит за это. То есть она получает доход от рекламодателей, а с тобой этим доходом делится как с автором канала. Да? И вот я завел свой канал на Дзене, он называется «Мудрости», хэштег «Мудрости». Можете его найти. zen.ru/мудр. Такая ссылка. Там примерно 13 тысяч подписчиков. Я их набрал не сразу, это длительный процесс был. В общем, зачем я это сделал? Зачем я завел блог? Мне хотелось делиться какими-то жизненными лайфхаками, накопленной мудростью, поэтому я так и назвал. Потом я занимаюсь всю жизнь компьютерной поддержкой технической, и в Сбере в том числе. И мне хотелось продвигать какие-то лайфхаки, секреты о работе с компьютером. Я начал писать про программу Microsoft Outlook вначале, но потом уже это все расширилось на непрофильное такое, на многопрофильные занятия, там класс публикации, классификация, в основном это что-то полезное. То есть что-то полезное, либо мои личные впечатления о чем-то, вот, компьютерные хитрости или, плюс там какие-то путешествия, которые потом выделились в отдельный канал. Потом через какое-то время я завел, точнее продолжил, да, зачахший к тому моменту канал на Ютубе, стал туда выкладывать ролики, поначалу вот такие вот видеоуроки, как делать в Outlook, что-то на компьютере, что-то, и потом уже добавил распаковочки, какие-то тесты технологических вещей, ну и позже я увлекся кофе и кофе что-то добавил. В общем, такой вот разнообразный там контент есть, но все разбито по плейлистам,
И поэтому можно конкретно отдельно посмотреть то, что, например, вас интересует, или тех, кого это интересует. Там около 9000 подписчиков у меня сейчас. Вот. Почему ВКонтакте? Вернемся к нашей теме. Потому что в какой-то момент мы знаем, что платформа, э, известная как Инстаграм, которая сейчас запрещена, ну, к популярному полноценному использованию, ну, стало все хуже работать, и все меньше туда стала идти аудитория, стали все искать альтернативы. И я заметил, что вот ВК, в частности, в ее мобильной реализации, да, очень похож на Инстаграм, или пытается быть похожим, а сейчас уж совсем пытается быть похожим, и решил, что там, ну, это реальная альтернатива, почему бы там не публиковаться, не вешать там фоточки, не делать там сторисы и так далее. Плюс к этому позже я выяснил, что, ну, такая вещь, как сообщество или паблики, которые там раньше существовали и были, там тоже развивается. Ну, а дальше мы выяснили, что у нас еще и YouTube замедляет. То есть, а куда нам идти вместо YouTube? Самая мощная платформа, как ни крути, платформа для видео – это ВК. ВК-видео, есть, конечно, еще Рутуб, и еще, что у нас там, и в Дзене тоже можно публиковать видео. Вот. Вот это вот все насчет других я не скажу, не использовал, но в Рутубе у меня есть канал, и там даже есть уже монетизация, несмотря на то, что там всего подписчиков ничего, но перенесенные видео работают. В Ютубе, понятное дело, монетизацией невозможно пользоваться. А в ВК есть большая аудитория, потому что она исторически сложившаяся, плюс какая-то молодежь как-никак приходит. Поэтому аудитория есть. Вот. И в ВК очень многие люди запускают продажи в своем бизнесе. В том числе я, когда начал, увлекся кофе, изготовление холодного кофе, у меня есть такой маленький бизнес, микробизнес самозанятого. Я сделал там сообщество, которое выглядит как магазин. Вот. Заказов там, правда, у меня не особо есть, но как это оформить, я могу рассказать, показать. Так или иначе, многие продают успешно очень в ВКонтакте через паблики, используя там дополнительные программы, ботов, то, что сам по себе магазин там встроенный, ну, так себе, скажем. Вот. Такая вот история. Вы можете писать в чат ваши вопросы, я на них обязательно отвечу позже, либо когда замечу их. Я сейчас, когда вижу, что в чатике ничего нет, значит, можно продолжать. Так, ну я, наверное, пока камеру выключу, чтобы трафик экономить. Вот, зачем нам мое изображение? Не очень нужно. Перейдем к теме. Значит, с чего я хотел бы начать? Что важно знать про учетную запись? Какие есть особенности? Если мы зайдем на стартовую страницу ВКонтакте, то нам предлагают что? Создать аккаунт или войти. То есть, если у нас есть уже аккаунт, учетка, мы можем в него войти, либо создать. Если мы нажимаем создать, то, понятное дело, если вы уже создавали, кстати, напишите, если у вас учетка ВКонтакте, для создания нужен телефон, ну и дальше придется указать почту. Сейчас все максимально упрощено, создавать мы не будем. Вот, можно войти. Войти можно вот на компьютере либо с помощью пароля, либо с помощью QR-кода, отсканировав его телефоном. Что я, собственно, сейчас и сделаю, потому что, отсканировав QR-код телефоном, вы запускаете на мобильном телефоне, на своем смартфоне приложение, которое говорит вам, хотите ли вы войти, да, на этом устройстве, оно для вас новое. Вот я захожу, я буду без страха показывать все на своей страничке ВКонтакте, совершенно не стесняясь и не боясь, что тут что-то подсмотрит, потому что мне скрывать нечего. Я же блогер, мой блогер, правильно? Вот. Вот мы зашли на эту главную страничку. И по поводу учетной записи я обязательно хочу вам рассказать, что справа есть интерфейс учетной записи и есть управление аккаунтом ВК ID. ВК ID. Что это такое? ВК ID нужен вам для того, чтобы авторизовываться на всяких других сервисах с использованием вашей учетной записи ВК. Эти данные из вашей учетной записи пробросятся в тот сервис, и вам не нужно будет что-то дополнительно вводить. Вот здесь, когда вы перешли в интерфейс ВК ID, да, друзья, если я очень быстро говорю, я такой вообще поболтать люблю, вы меня притормаживаете, хорошо? Если что-то не понял. Да, нормально, отлично. Значит,
Вот на главной странице мы видим что-то про нас самих. Можно здесь настроить наш профиль. Что здесь очень важно, что я хочу сказать, вот есть, здесь есть раздел «Пароль», который можно поменять, да, вот я его давно не менял, он пришлет вам подтверждение. И обязательно нужно настроить безопасность. Вот мы перейдем сначала в «Мои данные», посмотрим, да, вот «Мои данные», можно поменять фото профиля, можно вписать какие-то данные о себе. И вот, кстати, пока помню, вот здесь вот есть такой раздел «Никнейм». У многих, кто сегодня кинул в чатик свои ссылки, просто есть косая черточка ID что-то там. Зайдите и сделайте себе никнейм, чтобы было более понятно, кто вы такой, кто вы такая, когда вы делитесь своей ссылкой. Вот видите, у меня Иван Савин, это значит, у меня очень старая учетная запись, потому что мне разрешили такое имя сохранить. Потому что иначе пришлось бы тут Иван Савин 5, 6, 7, 14. В Фейсбуке у меня Иван Савин 14. И поэтому моя ссылка, когда я показываю ее кому-то, да, она выглядит вот так. Видите, слева Иван Савин. vk.com Иван.Савин. Это моя ссылка, очень удобная. Сделайте себе никнейм. Запишите себе на будущее такую задачку. Ну, понятное дело, что остальные данные вы можете заполнить по желанию, вписывать телефон, не вписывать, но лучше его вписать, потому что подтверждение с помощью телефона, так называемая двухфакторная аутентификация или авторизация, для этого телефон всегда нужен. И это настраивается как раз вот здесь вот в безопасности. В безопасности есть пункт двухфакторная аутентификация. Вот у меня, видите, включен. Вот. И подключено у меня два способа. Телефон и приложение для генерации кодов. Приложение для генерации кодов – это такая штука, которая устанавливается на смартфон, и в которой по шагам можно настроить появление вот таких одноразовых кодов для разных сервисов. Видите, вот я когда в ВК тут нажал, вот он мне показывает текущий одноразовый код для входа. Это настраивается вот в этом как раз разделе VK ID. Вы можете сделать такой одноразовый код, и вам не нужно будет зависеть от того, есть связь, придет вам смс, не придет. Ну, если по каким-то причинам вы не смогли им воспользоваться, то вам вот вышлет смс, потому что телефон у вас тоже привязан. Обязательно это сделайте не только для ВК, а для всех остальных ваших сервисов, которые у вас есть, какие бы сети у вас ни были, это обязательно нужно. Вижу в чате вопрос. Так, красивый ID сделал себе. Отлично, отлично. Это называется никнейм. Вот, значит, Никнейм. никнейм, да. Но цифры там у ID все равно остаются. Э, Или это разное? Это можно тогда зайти и по ID, и по никнейму. То есть, если вы эти цифры как-то запомнили, я не знаю, честно, как их Не, я запомнить, просто их сейчас увидела. Я да, зашла, и мне интересно, у меня нормально там или там какое-то то что-то вы, надо, нехорошее. чтобы этот никнейм настраивать, надо зайти с большого компьютера. То есть, Я бы уже тут посмотрела, у меня он да? настроен, Ну, да. отлично, значит, с маленького тоже можно. То есть, большинство того, чего я рассказываю, я вот на большом делаю. Да, я скажу об отличиях, которые есть для смартфона там в процессе, но вот настраивать лучше всего на большом, тем более, если у вас там какие-то проблемы с комментариями, вот бывает, лучше всего на большом делать. Какой-то еще есть раздел VK Pay. VK Pay – это сервис платежей. То есть, для чего он может быть нужен? Он может быть нужен для того, чтобы получать какие-то донаты, которые вам тут захочет сделать, если вы донаты включили на своей страничке. Либо вы сами кому-то хотите что-нибудь задонатить. Либо вы хотите какой-то товар купить с оплатой через VK Pay. Для этого нужно привязать карточку. Привязать карточку банковскую, понятное дело, какую-нибудь. Главное, чтобы она была рабочей. Ну, либо если вы вот в следующем пункте используете подписки, есть подписка ВК плюс, кажется, ВК плюс, ВК комбо. Вот. В частности, туда входит ВК музыка. Вот видно, что тут она активная. Следующее списание 28 июня у меня произойдет. Подписку ВК комбо я рекламировать не буду, но в нее входят еще всякие ништячки, типа скидок на книжки и прочее. Ну, еще здесь есть раздел сервисы и сайты. Это просто те сервисы и сайты, которые привязаны к вашей учетной записи. Ну, знаете, такие увязки бывают. Коллеги,
Все, теперь у нас будет все красиво. Смотрим чатик. Звука нет, потому что я его отключал. Сейчас звук есть. Так, продолжаем. Давайте перейдем из этого ВК ID. Мы с ним как бы закончили, да? Перейдем на основную страницу и посмотрим, что у нас еще в моем профиле есть. Вот в этой учетной записи у нас есть баланс голосов. Не знаю, что это, видимо, кто-то за нас голосует. Вход по QR-коду можно включать или выключать для входа со смартфона. Есть настройки. Настройки предполагают, что отображается у вас на страничке при открытии ее. Да? Что здесь может быть, а что может не быть. Вот здесь нужно пройтись самостоятельно и проверить, что вам нужно, а что не нужно. Останавливаться не будем, потому что пунктов довольно много, и все из них там изучать смысла особого нет. Можете оставить их по умолчанию. На главную страницу, если вернемся, то увидим слева основные пункты. Вот около этих основных пунктов есть еще одна настройка, такая шестереночка. Если ее нажать, как раз нам покажут, что мы хотим, чтобы у нас в этом левом меню отображалось. И какие-то галочки можно снять. Например, я не хочу, чтобы файлы показывались или закладки. Закладки я снял, сохранил, и вот закладки у меня слева в меню исчезли. Если хочу их вернуть, напротив каждой, любой из этого пункта можно нажать шестереночку и выбрать то, что и вернуть закладки на место. Вот они тут, закладки. Сохранили. Сейчас я еще посмотрю, все ли мы... Ну, понятно, в правом верхнем углу настройки посмотрели. Тема системная, это значит, что вы можете переключить ВК на темную тему. Я думаю, что мы это делать сегодня не будем. Можно и на светлой остаться в стороне. Помощь, понятно, можно почитать помощь о том, что ВКонтакте нам хочет сказать по всем пунктам. Теперь пойдемте посмотрим на левое меню целиком. Мы сейчас еще проверим, что у нас в нашем плане. Да, это мы рассказали, да, про профиль, про защиту, ВК ID рассказали, ВК Pay рассказали. И вернемся к интерфейсу. Здесь нужно нажимать вот так. Значит, то, что вы сразу видите, нажимая на ВКонтакте и вот эту вот ленту, да, которую вам показывают. Вот справа видно, что вам показывают ленту. Помимо ленты можно смотреть фотографии, друзья, сообщества. И что-то не так? Нет, все так. А, Это у нас Интерактив. свои. Да. Понятно. То есть можно перейти в просмотр своих фотографий конкретно или опубликованных кем-то в ленту друзей, то есть вы увидите только, что опубликовали вам друзья, а не то, что вам ВКонтакт подсовывает принудительно. Вы можете перейти в ленту сообществ, то есть это публикации конкретно от сообществ. И самое интересное – рекомендации. Это то, что ВК считает вам интересно и хочет вам показать. Это с телефона тоже можно настраивать? То есть можно не смотреть все подряд? Да. Я вот это не знала. Да. Мне все время бесило, я даже не захожу, потому что... Да, с телефона тоже можно. Такие вещи показывают, которые я вообще не заказывала. Да, это, к сожалению, ну так и есть. То есть только где вот это вот в телефоне. Вот здесь сверху. Да, вот здесь Я сверху в вообще телефоне можно. даже Главное, пыталась. друзья, фото или еще справа внизу есть 3 точки, 3 Я полосочки. даже не знаю. Можно там тоже смотреть. Вот. Если вы просматриваете рекомендации, то всегда можете сказать, что вам это неинтересно. Да, и скрыть все посты или скрыть на 7 дней. В Ютубе. Да, вот реагируя таким образом, вы вроде как должны подучить ВКонтакт не показывать вам то, что вам неинтересно. И тогда, ну то есть можно, например, просто нажать неинтересно и ничего тут дальше не нажимать. Пост просто скрыт, видите? Вот. А можно скрыть его насовсем, там, да, скрыть все посты из ленты. И таким образом вот эти рекомендации можно поднастроить, чтобы вам было интереснее смотреть. Также здесь есть пункт поиск. Пункт поиск, понятно, что это поиск. То есть вы можете искать какой-то контент, людей, лайки и разное всякое другое. Если вы нажмете реакции, то вы посмотрите посты из ваших подписок или друзей, которым есть какие-то реакции. Вот смотрите, у меня
есть опубликованный пост, вот это сообщество, которое я веду, 88 Help, о технической поддержке. Вот я опубликовал вот ролик, и у него 28 реакций каких-то. Вот я сегодня еще опубликовал на личной страничке пост про кэшбэк в Сбере. Значит, у него вот одна реакция, то есть какие-то посты, на которые есть реакции, будут показываться. Комментарии. То же самое, посты показываются, в котором есть комментарии. То есть, в котором нет комментариев, не показываются. Это вот я использовал нейросеть для того, чтобы удалять тут в фоне фонарики и очки делать, и прическу Элвиса Пресли. Вот 3 комментария, да, вот, а на предыдущих постах комментариев не было, были только лайки. Тут тоже вот есть комментарии. Вот это очень классная правая сторона, почему-то мало кто пользуется, и рекомендую, в общем, ее использовать, тем более тут есть еще этот фильтр, который можно поставить, что вам показывать, товары не показывать. Да? Вот, перейдем дальше. Значит, следующий пункт, помимо основного, да, это профиль. Профиль – это ваша блогерская основная страничка, ваша личная страничка, которую вы сами управляете. То есть это то, где вы публикуете посты, статьи, видео и все остальное вы публикуете. Вот вы видите мою страничку, на ней на что можно обратить внимание? Здесь есть фото профиля, который можно изменить. Здесь есть фото обложки, которые можно изменить и загрузить какую-то другую. При этом при загрузке можно будет отметить, какую зону показывать. Да? Ну, наверняка, возможно, вы про это знаете. Это несложно. Дальше здесь есть такой вот менюшечка, да, такая клипы, фото, альбомы и так далее, которая настраивается. Вот здесь есть шестеренка, и вы можете показать, что показывать и в каком порядке даже, по-моему, можно это сделать. Так или иначе, это настраивается, и можно убрать то, что вам не интересно, и вы не хотите, чтобы ваша аудитория это видела. Вот, соответственно, переходя по этим пунктам, можно увидеть, что на моей страничке профиля я вижу сам, и что могут увидеть те, кто ко мне зашел. Если ниже смотреть, здесь есть основной пункт для нас, это создать пост. Как создавать пост, чуть-чуть позже вернемся. Это было изменено в последних версиях ВКонтакте. В общем, там есть о чем поговорить. Есть вот такой вот значок. Честно, не знаю, что это значит. Что это вообще значит? Новый клип. Новый клип загрузить? Нет, не надо. Зачем он здесь? Но вот здесь вот есть классный значок. Называется «Создать статью». Статья. Вот Вот он. Вот здесь вот. Смотрите, видите, статья. Вот либо он здесь, наверху его можно, либо вот здесь вот. только на Создать компьютере есть. Статьи создаются только на компьютере. Я поэтому не... То есть пункт «Создать статью» есть на телефоне, но вы откроете пост, если нажмете туда. Вот. А статьи и создать статью, либо вот отсюда создать статью, открывается замечательный редактор, чуть позже поговорим, в котором создается статья с разметкой, с всякими там подписями к рисункам. В общем, классная тема. Вот. Пойдем дальше. Здесь мы видим ленту моих постов, которые я сегодня опубликовал. Ну, сегодня, не сегодня, вчера и так далее. Вот их можно листая видеть, что есть какие-то видео, есть какая-то картинка, есть ссылка на какое-то внешнее видео. При этом, если открыть, то тут видны какие-то хэштеги. Вот видите, тут видна подпись. Работают хэштеги? Работают хэштеги, еще как. Вот есть вот в зеленом марафоне у нас был такой ролик, собака бежала. Вот фотографии. В общем, все красиво, настолько, насколько вы это красиво оформите, так красиво это и будет. Вот. С правой стороны что у нас? У нас есть моменты, это раздел, где можно создать новый момент для того, чтобы в него заталкивать кусочки ваших историй. Сторисов, В да? программе аналогия же, да? Вот актуальная вот это, да? Да, вот если я нажму на свою фотографию, вот здесь в профиле, он мне скажет посмотреть историю. И я смогу посмотреть историю, видеть сторисы, как в Инстаграме выглядят. Вот она Просто телефона одна. этого нет. Есть в телефоне. Сторисы на самом верху у вас, вот, где у вас вот люди. Да, ну а вот эти актуальные, это где же они здесь сохраняются-то? Да, хороший Ну, вопрос. вот в Инстаграме было удобно. Можно было зайти с телефона, посмотреть, а где вот это здесь-то закопано? Да, хороший вопрос. Надо изучить его, я считаю.
и как добавлять с телефона в актуальное, но опять же в телефоне в актуальные не видны. То есть вот есть актуальные в компьютере. Моменты они у них называются. Создать момент и туда засасывать. Здесь тоже получается. Вот, есть, да? Вверху, да. Создание истории, да? Клипы, статьи, альбомы, вот и моменты вот тут. А, вот здесь. Ну, вот здесь, значит, нужно просто их включить. Классно. Честно, я вот не вижу. А, вот моменты. А, вот они. Можно их включить и сохранить. И они тут появятся. И можно будет их тоже добавлять. Так, значит, дальше у нас есть раздел с подписчиками и друзьями. Что такое подписчики? Подписчики – это те, которые хотят вас читать, а вы им не разрешаете. Ну, точнее, которые хотят стать вашими друзьями, а вы не разрешаете им стать. То есть они остаются в подписчиках. Они могут видеть те посты и статьи, и публикации, которые вы им разрешили видеть. Ну, грубо говоря, когда вы поделились всем, со всеми. Настройка слетает каждый раз при открытии ленты. Настройка, которая под себя. Уточните, вопрос не совсем понял. В общем, есть подписчики, которые, вероятно, просились с вами друзья, а вы не разрешили, они решили остаться подписчиками. Они могут читать те посты, которыми вы, например, делитесь для всех. Потому что ведь пост можно опубликовать для всех, для друзей, там, знаете, да? Есть друзья. Это те, которых вы приняли в друзья или там, которые вас приняли в друзья. Есть заявки. Есть заявки. Их можно разобрать и разрешить тем, кто стучится, кого вы знаете или кого хотите принять, и запретить тем, кого не хотите. Это уже невозможно разобрать. 673. Я не уверен, но, по-моему, есть такое приложение, которое позволяет автоматизировать где-то ВКонтакте. Надо погуглить. Вот, потому что он покажет, сколько там к вам стучится, и там можно как-то чохом там всех убрать или всех добавить. Я видел такое приложение, сам пока не разобрался. Ну и тут есть дальше подарки. Это вот все платная история. То есть можно за какие-то монетки купить подарков и кому-то их дарить в чатике, да? И дальше есть ваши подписки. Это то, на кого вы подписаны, и люди, и сообщества. Нет, скорее всего, нет. Это не люди. Это только сообщество здесь. Здесь только паблики. Ну, есть какие-то видео дальше здесь. Вот так выглядит основная ваша страница, в которой вы можете непосредственно свой профиль отредактировать полностью и целиком, где указать про себя, кто вы такой, ваши ссылки. Это желательно очень сделать, да, отредактировать профиль. Еще раз, где это находится, на своей странице профиля вы нажимаете «Редактировать профиль». Напишите о себе краткую информацию, много не надо писать. Напишите, какие языки, что еще вы хотите здесь добавить в смысле контактов, интересов. Видите, у меня сколько интересов разных, я аж сам в шоке. Вот. Образование. Я закончил такую-то школу, чем больше я ничего решил не писать. И один институт я закончил, больше всего решил не писать. Карьера, военная служба, жизненная позиция. Какая у меня жизненная позиция? Доброта и честность, саморазвитие. Все, отношение к алкоголю негативное. Все. Все четко. Великолепно. Я уже забыл даже, как это выглядит. Да, я тоже. Значит, отредактируйте профиль. Здесь еще кнопочка «Еще». Кнопочка «Еще» позволяет вывести то, что не помещается на страницу по мнению ВКонтакте, и пройтись по ней. Мои вопросы – это вообще что-то непонятное. Видимо, это то, кому я хочу задать какие-то вопросы. Воспоминания – это очень классная тема, которая классно доступна на смартфоне, бывает, высвечивается, когда вы заходите в профиль. Она показывает вам, что вы публиковали в предыдущие годы. Воспоминания. Ага. Так же, как с кем вы там подружились, и вы можете, например, взять и что-то опубликовать, там, переопубликовать. Я нажимаю «Поделиться», и он мне предлагает публиковать. Это будет опубликовано в сторис, там вот сверху, да, появится. Такие вот воспоминания. И что здесь еще? Архив истории, мои желания, ну, архив, понятно, архив. Статистика страницы, она тут есть, но она совершенно не показательна, потому что она ничего особенно не показывает. Видите, меня вроде посещают, а статистика такая какая-то тухлая. Чтобы иметь нормальную статистику, нужно завести сообщество. И при этом завести сообщество имени своего имени просто.
Это будет как бы ваш Имени себя? имени себя. У Ну, то меня есть есть такое, ну да. зачем это? просто Ну, вот как здесь аттестат. мы перескочим чуть-чуть в сообщество, да, вот это личная страница, как бы ваш личный блог, дневник, ничего, как хотите, паспорт. Если вы хотите более продвинуто управлять контентом и вести статистику, продвигать там через ВК там рекламу, да, для этого нужно сообщество. Нельзя продвигать личную страницу через ВК рекламу, ее никак не продвинешь. Только сообщество продвигается. Поэтому многие просто делают бизнес страничку, а она по сути является сообществом, и там называют, ну как бы я там Иван Сан Ковач, например, как один там эксперт. И вот как бы это вроде как личная страница, но уже сообщество. То есть сообщество, которое личное. Да, ну это сообщество какого-то эксперта. Да. И он продает свои услуги Профессионал. как бизнес, да? Ну, Вот. в нем, а магазин это отдельно. Магазин это Другое, тоже значит. сообщество, просто оно Другое. типа магазин. Вот. То есть В нем вот это- включается галочка, что это при создании сообщества включается галочка, что это типа магазин, и настраиваются всякие товары и прочая корзина. Придем к этому еще. А там, ну ладно. Настройка ленты. Настройка ленты в смысле интересов, да, может слетать. Это отвратительное поведение ВКонтакте. То есть, как бы я ни старался смотреть вот ленту, да, вот я зашел на главную страницу, и это у меня выглядит как обычно показывает ленту. И как бы я здесь не нажимал, что мне что-то не нравится, все равно большинство постов это рекламные. Видите? Все равно это... Вам не нравится. Поэтому, извините, как бы придется перещелкиваться куда-то вот на рекомендации, либо на там, сообщество, либо на друзей, чтобы видеть то, что они вам предлагают, а не то, что вам ВКонтакте считает правильным. Ну, может быть, это когда-нибудь будет работать? Просто, наверное, еще не очень корректно работает. Это, скорее всего, уже недоработка. Скорее всего, это недоработка, но еще в том числе это, я думаю, такая хитрая бизнес-модель. То есть, несмотря на то, что вы там щелкаете, он вам все равно хочет что-то продать, а люди заплатили тоже за то, чтобы вам что-то продать, поэтому вот вам показывают. Но у них очень плохо с предсказаниями, например, когда вы, если вы Ютубом пользовались, вы знаете, что если вы в Ютубе что-то лайкаете, он вам очень точно под ваши интересы. И даже если вы не лайкаете, но вы посмотрели. Вот. Единственный способ отказаться от такого поведения — это заходить инкогнито или там, не знаю, через VPN или как-нибудь заказать так, чтобы он не знал, что это вы. Там, с другим браузером, с другого компьютера. Тогда можно отказаться от таких рекомендаций. Ну вот, двигаемся дальше. Что у нас дальше? Сверимся с планом. Интерфейс мы посмотрели. Истории. Про истории мы немного проговорили с вами. Вот эти истории, да, сверху, они видны как на компьютере, так и на телефоне, то есть в них тыкнуть, то можно на компьютере тоже их видеть. И можно добавить историю, оформить ее на компьютере. Но, как вы видите, здесь довольно серьезную работу надо провести. То есть нужно выбрать фон или фотографии перетащить, написать что-то кисточкой и так далее. Да, а вот если вы возьмете смартфон, то если вы уже сделали какой-то пост, вот у меня, например, есть пост, да? Сейчас мы с вами проэкспериментируем. Вот у меня есть пост про кибербезопасность. Очень важная вещь. Я нажимаю здесь стрелочку вот эту вот «Поделиться», и у меня есть «Добавить в историю». «Добавить в историю» нажимаю, и у меня сразу готовая история. Не надо ничего. Я могу только поменять здесь фон, например, там какой-нибудь сделать, да, другого цвета. Добавить какие-то упоминания или место, или события. Вот, и все. И нажать «Готово». И она у меня уже появится там. То есть ничего больше делать не надо. Я нажимаю «Опубликовать», и она появляется у меня здесь. Сейчас мы это дело нажмем на домашнюю. Вот, видите? Появилась вот эта вот история. Вот она. Да. И в 2 щелчка с телефона вы можете вот делиться вашими постами. Ну, сейчас пошли уже какие-то другие истории. Есть такой момент, что как будто видео вот плохо так грузится в истории. У меня видео в истории грузится хорошо. Да. И если вы с телефона, опять же, публикуете историю, нажимаете «Опубликовать история». У вас есть возможность выбрать, и можно сразу забомбячить туда. Забомбячить — хорошее слово. Зарядить туда несколько каких-то историй сразу. Вот видео я зарядил. Вот. Раз, два. У меня оба они. Но они будут без подписи просто. Ну, если подпись не сделать, то будут без подписи, а если сделать, то будут с подписью. То есть я могу, да, вот, пожалуйста, текст.
Текст, цвет, музыка, меточки можно добавить. На смартфоне намного более продвинутое оформление истории, как в Инстаграме, можно сказать, да? Там почти все те же инструменты. Поэтому рекомендую пользоваться именно на смартфоне, если вы хотите пост добавить в историю. Вообще супер тема. При этом хочу заметить, что если вы пост добавляете в историю, то вы этот пост можете добавить в историю не только свою, но и своего сообщества, которое вы ведете, или другого сообщества, которое вы ведете, или по очереди во все сообщества, которые вы ведете. То есть вот, Пост в историю сообщества. да, вот мы находимся у меня, и вот этот пост я хочу добавить в историю. Когда я просто нажимаю «добавить в историю», он мне говорит опубликовать в моем аккаунте. Но если я подержу здесь, Да. то появляется список сообществ, в которых я могу опубликовать. Я тыкну, например, вот сюда, и в 88 Help тоже опубликую этот пост. А вот это удобно, конечно. Да. И это очень удобно, потому что вы написали в одном сообществе, а делитесь в разных. Или там написали в сообществе, а хотите на своей страничке поделиться. Это просто срабатывает на ура. Это повышает охваты. То есть, если говорим о том, как и чего писать, то вот так можно повысить охваты, помимо всех остальных инструментов. Так, отлично. Значит, поговорили про истории, поговорили про ленту. Мессенджер, можно не упоминать, мессенджер он и есть мессенджер, да, тут вам пишут всякие компании, которые доставили вам посылки или какие-то люди, которые хотят вас найти. Мессенджер, отдельно приложение есть для смартфонов, но можно и в компьютере, все синхронизировано, все удобно, все писать. Друзья, раздел Теперь правильный. можно вопрос? Да. Ну, теперь мессенджер там типа отдельно, в обычном ВК нет мессенджеров? Есть. Он остался. Вот он Ты можешь слева. просто скачать отдельное приложение, и если... Да, можно в ВК просто Да. в самом писать, и на смартфоне тоже. А можно в отдельном приложении. А можно на сайте. Они все синхронизировано. При этом, если у вас есть сообщество, то туда можно подтянуть как бы вот переписку с сообществом. Видите, у меня 3 сообщества, переписка внутри сообщества. Там в них внутри я отвечаю от имени сообщества. Мгм. И это сразу туда и перебрасывается. Да? В обществе. Столько ведете сообществ? Мне кажется, у нас есть эксперт. Следующим будете вы выступать. Так, друзья онлайн. У меня есть 27 друзей, и всего друзей 483. И есть возможные друзья справа, которых я мог бы добавить себе в друзья. Можно показать всех, это делать не будем, там их очень много. Есть подписчики, о которых я говорил, да? Значит, это те люди, которые нажали подписаться, но не добавлялись в друзья, либо которых я не захотел каким-то образом оставить в подписчиках. Я их решил. Вот этих вот друзей можно по ним пройтись. Если вам хочется кого-то добавить, вы можете их добавить в друзья. Исходящие заявки – это то, кого вы захотели добавить в друзья, а они пока не приняли решение, дружить с вами или нет. Вот вы здесь вот можете отменить эту заявку, например, и сказать «не хочу больше». Поиск друзей – это поиск конкретного человека. Здесь я признаю, что в предыдущем этапе я ошибался. Поиск людей только здесь. Там в том поиске это только поиск контента. Ну и он вам еще показывает, с кем вы мало взаимодействуете, может удалить кого-то. Действительно, я вот не знаю, кто такая Едвига Тимофеева. Вообще никак. Да, она, похоже, удалилась. Есть где-то вот, все сообщества? Можно Сообщество увидеть есть. своими. Дойдем. Тоже мы туда пойдем. Дойдем. Так, как раз вот следующий пункт сообщества, вот мы дошли, это те сообщества, на которые вы подписаны и которым вы управляете. Видите, есть сообщества, все сообщества, 118, на которые я подписан, управляемые 3. Вот у меня. Управляемые 3. Это те, которые я зарегистрировал, завел, и там являюсь администратором. И отсюда же можно на них там попасть. Да, вот 88 Help, сообщество компьютерной помощи. Подписывайтесь. Вот видите, тут даже я есть, видеоуроки, в общем, регулярные публикации, не все мои. Места и впечатления. Это про наши путешествия, сообщество. Тут в основном видео, ну и так далее. Фото. Это фотоальбомы ваших фотографий. Их можно группировать в альбомы. Можно не группировать. Удобно. Музыка.
Музыка в ВК – это отдельная тема, которая длится очень давно. Все помнят, как мы, когда у нас были плохие времена, не знаю, в моем, так сказать, юности, мы просто включали ВКонтакте, ВК и втыкали там музыку, и там можно было найти все. Потому что ты мог загрузить любую песню туда, и никто не интересовало, какие авторские права, чье это вообще. Эти треки по-прежнему тут как бы остались. То есть вы можете добавлять музыку, тут есть моя музыка, но теперь все-таки произойдет проверка на авторские права, и, в общем-то, могут вам эту песню оттуда вырезать. А для полноценного использования музыки нужно ставить ВК-музыку, подписываться, ну вот, например, ВК-комбо эту подписать, подписку приобрести. Ну и, в общем, это еще одна стриминговая платформа. Что здесь интересно, здесь вот есть радиостанции, можно зайти и радио послушать в онлайне, ну и поискать еще какую-то музыку. Обновление ничего нам не рассказывает. Видео. Раздел видео предлагаю рассмотреть чуть позже, а точнее даже на следующем занятии, потому что это настолько глобальный раздел, что не уложимся с вами сегодня. Клипы тоже рассмотрим позже, потому что, в общем, как бы клипы – это отдельный сервис. Я бы сказал, что платформа объединила в себе столько всего, что, в общем, можно было бы и разрезать на разные темы. Как мы знаем, что в ВК-видео есть отдельное приложение, как для телефона, так и для телевизора даже. Для Apple TV есть отдельное приложение, можно смотреть. Удобно. Единственное, там очень плохо с рекомендациями, опять же, и с... Ну, Там вообще да, ну то есть, вот если вы знаете, что посмотреть, то вы там найдете и посмотрите или кино, или какого-то блогера, который дублирует контент, да. А если вы хотите вот так вот пощелкать, как YouTube вам подсовывал что-то интересное, такого там не ждите. Ну, а ВК-клипы – это тоже классная тема. Короткие ролики, шортс, рилс, все просто слезали вчистую. Ну, своя аудитория там есть, довольно большая, там есть свои блогеры. Например, Ян Дилан, как кажется, Ян Дилан очень смешной, он только в ВК-клипах есть. Вот. Ну, там И- есть типа эксклюзивные блогеры у них. Да, у них есть эксклюзивные блогеры, и как в ВК-видео, телешоу там выходят, подкасты, так у них есть и в ВК-клипах свои. Но клипы, шортсы и рилсы – это зло, их надо смотреть 10 минут, а потом себя бить по рукам, иначе вся жизнь пройдет за этим. Вот. Мессенджер кто-то мне написал. Школа авторов ВК. Вот, маркет. Маркет – это магазин. То есть это marketplace. Я никогда сюда не заходил, вообще не знаю, что здесь, но, вероятно, здесь можно что-то купить. Фактически здесь какие-то сообщества, которые что-то продают, могут опубликоваться за денежку в этом маркете, и вы можете найти что-то интересное и купить. Вот он мне сразу показывает колонки в аудиомании, да, мне это интересует. Одежда какая-то, майки, видеокарты. Вероятно, здесь какая-то предсказательная система работает. Ну, надо потыкать. Я, честно говоря, не пользуюсь этим. Сервисы. Раздел сервисы призван для того, чтобы вы могли использовать многочисленные приложения или микроприложения, еще как говорят, от ВКонтакте и от других производителей, которые расширяют функционал. Они расширяют функционал настолько сильно, что, в принципе, даже, может быть, вы не узнаете, что это вообще на ВК работает. Есть боты, есть какие-то знакомства, есть шаги, которым я пользуюсь. Я пользуюсь ВК шаги. Да? И это у меня на смартфоне есть. Он мне предлагает опять открыть на телефоне. Ну, давайте откроем. Что, жалко, что ли? Не жалко же. Не туда ткнул. Сканируем. Вот. Шаги. Ну, это вот как будто бы еще одно приложение стороннее, которое считает ваши шаги. Вы можете вызывать на вызовы там каких-то своих друзей. Вот, за прошлую неделю я сделал 76 тысяч шагов. Перейти в статистику, тут показывать призы, ну, какие-то челленджи, да, соревнования с друзьями. Вот я на каком я месте? Ну, я на 18 месте среди своих друзей. Вот, это вот как пример приложения, которое здесь будет. Найдите время, погуглите, в смысле, походите вот по этим приложениям, может быть, что-то для вас интересно найдется, может, какие-то игры или развлечения, а может, что-то полезное. Не могу ничего пока рекомендовать. Здесь они сгруппированы вот по категориям, и очень много. Даже поиск есть, чтобы не запутались. Вот, сервисы называются. Значит, ВК Pay. Мы это уже рассматривали.
нас перебрасывает в ВК ID на раздел привязки карточек, денег и прочего. Еще раз посмотрим. Вот видите, что пошло не так уже. Перегрузили мы его. Прекрасная платформа. Вот он показывает, что на 815 рублей карточка привязана, какие-то бонусы, история операций можно посмотреть, интересно. Покажу вам свою историю. Вот оплата ВК Комбо, кто меня списал. Это я жертвовал тут чего-то, пополнял для того, чтобы... Вот я донат отправлял кому-то. Вот он. Это мне отправили донат. 50 рублей. 5 рублей ВК удержал. Я считаю, просто крохоборы. Надежно. Из 50 рублей удержать 5. Ничего себе комиссия. Вот. Вот тут еще какие-то пожертвования. Ну, в общем, вот операции, которые вы делаете с помощью ВК Pay, здесь видны. Чтобы это все работало, нужно настроить карточку. Без карточки никак. Заказы. Это заказы в тех магазинах или в тех пабликах, в тех сообществах типа магазин, в которых я что-то покупал. Вот я в магазине «Точка» покупал кофе холодный, ничего не вышло, пришлось возвращать у них. Вот как я и говорил, магазины работают не очень хорошо. А это вот мой магазин, где я делал пробные заказы своего же кофе. Вот видите, Айван кофе. Закладки. Это те посты, которые вы поставили себе в закладки. Здесь вот видите, удалить из закладок. А когда вы что-то смотрите, вы можете это поставить в закладку, чтобы типа посмотреть потом. Видите, сохранить закладку. Да. Посмотреть потом. Файлы. Файлы интересная тема. Вы можете к любому посту прицепить какой-нибудь файл. По-моему, даже вообще не важно, то есть тип файлов, вот тут показан тип файлов, практически любые файлы и другие написаны. Вот у меня, например, есть файл на флешечке. Давайте его. Мастер-класс. Вот он. Хоба, я его открыл. Личный файл, учебный файл, книга, другой файл, метки, сохранить. И вот прицепился файл. Я могу теперь при создании поста поделиться этим файлом. И он будет приложен. До того, как вы не опубликуете на стене, они не видны. Нет, они не видны. Они видны только тебе. Ну, только мне. Только нам. Тем, кто изменит личный профиль. Файлов. Реклама. Реклама – это отдельная тема, на которую можно целый вебинар, не знаю, на неделю, наверное, провести. В целом, что это такое? Это способ продвижения ваших постов или сообществ, или товаров, или чего угодно. Вот у меня есть рекламный кабинет, рекламная сущность, которая создана к сообществу 88 Help. Давно была создана. И используя этот рекламный кабинет, я продвигал сообщество. Я наращивал подписчиков. Да, я вкладывал какие-то деньги, и ко мне приходили подписчики, и, потому что им в ленту транслировался мой пост, мое рекламное объявление. Если вы захотите рекламировать свое сообщество или посты в этом сообществе, вы нажимаете «Продвигать», и там идете по мастеру. Как настраивать рекламу, это вот тут отдельные, как говорится, вот мой друг-барабанщик Дмитрий Фролов, он вообще-то не очень близко знает, но благодарит. Как использовать рекламу? Это скорее о рекламе, а не о ВКонтакте. Да? То есть все эти принципы построения рекламных объявлений, таргетинга, аудитории, они все одинаковые для всех платформ. Где-то ВКонтакте лучше работает, где-то хуже, где-то дешевле, где-то дороже. В общем, какие-то бонусы дают. Если вам реально нужно что-то продавать, у вас есть такая цель, то эта штука, она вам поможет. Так же, как там Яндекс, реклама, как она называется, Яндекс.Директ, да? Или еще что-то. В любом случае, наверное, нужно это тоже делать, если чтобы растить сообщество. Откуда они придут? Или они как-то вот так органически... Есть два способа. Органически нельзя рассчитывать, что к вам придут. То есть это просто утопия. Много же То есть вы можете быть семипядей во лбу и писать прекрасные посты, или там снимать, если вы не снимаете, извините, порно или эротику, или какой-нибудь скандальный не ведете канал, в котором целая редакция сидит и ежечасно постит что-то, как Investify там в телеге или какой-нибудь горячие новости, не думайте, что к вам придет аудитория. Она не придет. То есть нужно о себе заявлять. Нужно найти бюджет, для себя определить, какой вы готовы потратить. Например, не знаю, 2000 валить туда, 5 или сколько-то, или 500 рублей. Сделать грамотное рекламное объявление, поработать над ним,
аудиторию посмотреть, на какой вы рассчитываете. Это тетеньки или это детки, да, или это дяденьки, или это, не знаю, там какие-нибудь молодые люди, зумеры, там, например. И попытаться так составить, чтобы это, скорее всего, заинтересовало. Сейчас много инструментов нейросетей там и прочих, которые помогут в этом. И потом вы запускаете компанию и просто следите, как к вам подписываются люди постепенно. Они постепенно приходят, если все грамотно сделано. Если неграмотно, пошли, поменяли это объявление. Более-менее живое. Да. И нужно, чтобы сообщество было живое. То есть, если люди приходят, они что-то ожидают. Они ожидают видеть какой-то контент, за которым они пришли из вашего объявления. То есть написано техническая поддержка, инструкция, компьютера, они там ожидают это видеть. Если он приходит, а там пост 2 года назад. полгода назад никого нет, Ну, понятно. не надо удивляться, что никто не приходит. Да. Вот. И поэтому вот у меня есть сообщество, которое я продвигаю. Зачем, в принципе, продвигают люди сообщества? Не просто для того, чтобы подумать о том, какой я классный, как у меня много подписчиков, вообще супер, я себя чувствую, сегодня с утра встал, у меня вчера было 1500, а сегодня 2. Нет, они это делают для того, чтобы нарастив подписчиков, получив охваты постов, что такое охваты, сколько раз их посмотрели. Чем больше их посмотрели, тем больше охват. Там полайкали, поделились, это уже начинает коэффициенты вот этой вовлеченности работы. Приходит рекламодатель и говорит: о, слушайте, у вас сообщество живое какое-то раскачанное. Давайте вы опубликуете что-нибудь про наушники какие-нибудь китайские, которые мы тут завезли целый вагон. Не вопрос, я вот в Ютубе у меня не очень-то живой канал, но я довольно регулярно там что-то публикую, в основном распаковки и обзоры. Пришел, наушники, и сказали: давайте вы опубликуете. Я говорю: 20 тысяч. Он говорит: 8. Хорошо. Он мне заплатил 8 тысяч, и еще за 2 тысячи наушники сами. То есть я остался в плюсе. И как бы именно в этом смысл. То есть если кто-то говорит о том, чтобы для чего раскачивать сообщество, нужно понимать, там, зачем ты это делаешь. Иначе как бы, можно вваливать деньги и вваливать, а эффект будет просто в так сказать, самоудовлетворенности. Вот. Это все, как у нас говорят, лирика. Давайте пойдем посмотрим на план. Где у меня план? Есть ли у нас план? Вот он почему-то свернулся. Друзья, подписчики, посты. Вот. Значит, мы все меню прошли. Давайте поговорим о постах. Сейчас вернемся. Где у нас? Вот он, да? Вот. Потому что здесь музыка, видео, маркет, сервисы, ВКП, заказы, закладки, файлы, реклама, поговорили, выплаты, понятно, то, что вам выплатили, помощь. Вот здесь есть запиненные, так сказать, закрепленные мои сообщества. Как их закрепить? Честно, вот пункты меню сообщества, и можно закрепить те сообщества, которые ваши, чтобы они здесь отображались, чтобы быстрее в них попадать. Вот, иначе вы просто переходите сюда в сообщество и, например, выбираете какое-то из них. Честно говоря, как закрепить, я, честно, и подзабыл. Забыл, наверное, вот здесь. Избранные. Вот, когда вы в избранные добавляете, да, вот он появилось. Не появилось. Да. Горит. Наверное, в сообществах там выбрано. Вот как вот здесь в панель добавить, что-то я не очень помню сейчас. Не хотите лохак, да? Вот после того, как мы добавили что-то в избранное, появляется возможность здесь нажать шестереночку и перейти в избранное. Нет, это, наверное, основные, что-то такое. Может, там Основные, это основные пункты. А вот избранные игры общества. Так, признаю, что здесь вот надо мне самому прокачаться. Как-то я это сделал один раз, и все. Само сообщество заходите, да? Вот я в само сообщество зашел. Как вот его? Я не вижу. Окей, Google. Тяжелый. Ну, да, вот видите, эксперт у вас не очень прокачанный сегодня. Но важно признавать свое несовершенство для того, чтобы было куда расти. Правда ведь? Ладно, там что, Так, давайте поговорим про посты. Значит, что я хочу вам рассказать про посты. У нас времени у нас примерно полчаса, если будем
задерживаться, то Я просто стану. перенесем тогда остальные темы на следующий раз. Я предлагаю сегодня где-то до 8, да? Да, да, если можно. Вот, хорошо, до 8. Значит, создать пост. Создать пост, если мы создаем пост с компьютера, в этом есть и плюсы, и минусы относительно смартфона. Здесь вот просто пишем пост какой-то. Надо учитывать, что пост не предполагает форматирование текста. Это вы знаете, да? В каком смысле? А, нельзя потом исправить или что? Нет, здесь нельзя сделать жирным, курсивом. Ну да, Ничего. Здесь правильно. можно только вставлять ссылки. Можно ссылки. И можно вставлять эмоджики. Нормально. Стоп. Как тогда? А чё? Вот. То есть, Можно. вот, смотрите, пост. Сейчас с постом закончим. Значит, смотрите, Да. я вот Я вообще не здесь знаю, кстати. сейчас вставлю ссылку, чтобы было видно, что их можно вставлять. zen.ru/mudr. Это я ее всегда помню на мой канал в Дзене. Вот. Потом мы использовали смайлик, ссылку. И еще можно хэштеги вставлять. Хэштег мудрости напишем. Не Видите, он, столько много. Ой, и вот Наверное, это еще не смотрите, почему он картинку потянул? Потому что он обработал вот эту ссылку. А, ну все понятно. Я думал, он сгенерировал Я тоже Да, думала, нет. сгенерировал сначала голову. Он что-то сгенерировал, но в данном случае он просто обработал ссылку. И надо признать с грустью, что он так делает не всегда. То есть есть какие-то ссылки, которые он почему-то не обрабатывает, такие картинки. Как на смартфоне, так и в компьютере. Что еще важно, и немногие знают. Вы можете упомянуть кого-то. Вы можете упомянуть сообщество или человека. Для этого-то и нужно знать ник. Помните, никнейм вначале говорили? В сообществе тоже есть ник. В сообществе тоже есть ник. Да. В настройках сообщества можно сделать короткое имя сообщества, да, и оно будет ником. Вот. Значит, я упомяну себя. Ну, я же крут, да, я ставлю собачку, видите, и он мне показывает тех моих друзей и знакомых, коллеги, тех моих друзей и знакомых, кого я могу упомянуть сразу. Но я не хочу никого тыкать и листать, тоже мне лень. Поэтому я напишу Иван.Савин. И он совершенно точно покажет мне меня, потому что у меня такой никнейм. Вот. Видите, он даже подтянул имя, фамилию в скобках, потому что вот так он себя ведет. Да. И дальше, если я, сохраню это дело, да, здесь еще мы не добавили фото-видео, с этим у нас проблема, потому что у меня нет картинок. Давайте какие-нибудь картинки есть на этом компьютере, как вы думаете? У нас можно с устройства, это значит с компьютера. Тут, наверное, кто-нибудь скачал что-нибудь, сейчас посмотрим. С браузера нужно. Вот, тут есть какие-то, смотрите. Какие-то картинки. Я раз картинку открыл, добавил еще картинку с устройства. Сейчас какой-нибудь. Да, коллеги, не шумите. Надо буйных сейчас это вызовем. Вот смотрите, здесь очень важно про картинки. Он предлагает нам карусель. Карусель хороша, если у вас, знаете, вот такие карточки есть. Карточки, которые пролистывать. Вот это вот хорошо, когда карусель. А вот во всех остальных случаях я рекомендую использовать сетку. Потому что сетка выглядит более... А карусель чего? Карусель, какие карточки, знаете, там какие-нибудь психологические или не в одном разе. Листаешь, слайдики такие. Да, вот для них хороша карусель. Да. И писать, что в карусели, да? Да. Наверное, логично. Вот видите, когда мы делаем сетку, то это красиво, ровно распределяется, если 4 или 5 картинок, вот смотрите, да, сделаем 5. Еще вот возьмем какую-нибудь вот эту. То будет у нас 2 больших, 3 маленьких. При этом можно перетащить и сделать вот эту большой. Или вот эту большую. Перетащить, их порядок изменить. И тогда человек, проглядывая, он видит сразу все картинки, которые у него в посте есть. Он просто по ним может жмакнуть, и потом их все пролистать. Да, рассмотреть. А карусель, она предполагает пролистывание либо пальцем на смартфоне, либо вот здесь вот мы пролистываем вправо-влево. То есть рекомендую сетку. Хорошо, что они эту сетку не выдали. Слайд.
Оказывается. Сайты сообщества, да. Вот, значит, давайте я сохраню пост и сохраню пост, и мы вот на следующем этапе тут видно, что можно прикрепить место. С местом, да, ВКонтакте напряженка. Напряженка. В смысле, чтобы... Найти какое-то место. Вот видите, 4 раза аэропорт Шереметьево. Какой аэропорт находить? Он считает, что мы в Шереметьево. Ну, неважно. Ну, мы, например, не знаю, Аркадий у нас, да? Центр Да, называется. центр, да. Как его написать? По-русски или по-английски? По-русски должен находиться. По-русски. Ну, сейчас БЦ Аркадия. Аркадия. Ничего не находит. БЦ Аркадия. Ничего не находит. Понимаете? То есть, как работает это? Насколько мне удалось выяснить, сейчас вообще просто инсайт. Если какое-то предприятие завело у себя паблик, то есть сообщество, и оформило его адрес, там вот это написало, то здесь оно будет показано. А если нет, то хрен тут чего будет показано. Вот Так, что был же Шереметьево. смотрите, видите, вот клуб Козлова Алексея, вот он есть. И я могу его выбрать. А вот Аркадий наши нет. То есть выбрали клуб Козлова. Эверленд, интересно, можете ввести Эверленд? Давайте. Да. Эверленд. Английский не будет. Да. Эверленд. Ладно. Ну и где? Ну, а что из этого правильно? Верхний самый. Первое, да, попробуйте. А тут, видите, адреса не видно. А как Это он что-то такой парачами, какое-то чешское что-то. Греческая вот даже есть. кстати. Давайте Эверленд. in Russia. Там вообще должен быть Эверленд Inclusion. Нет, Какой вообще? Inclusion? Короче, Я думал, он идет корейский, вот этот парк развлечений. ну вот я знаю, что Эверленд сообщество есть действительно, но вот видите, вот тут нет. Поэтому Не работает. такие вот как бы эти. С местом понятно, да? Давайте клуб Козлова оставим, потому что мне он нравится. Клуб Козлова. Это джазовый клуб, ну такой музыкальный. Музыка. Значит, музыку можно добавить только тогда, когда есть картинка. Если картинки нет, музыку добавить нельзя. Зачем добавлять музыку? Понятия вообще не имею, зачем это делать. Для настроения. Для настроения. То есть можно выбрать музыку. Извините, режим отображает. Вот видите, он, и тем более, музыку можно добавить только тогда, когда карусель. Нельзя, когда сетка, добавить музыку. Что? Зачем? Ну вот, зачем делать карусель? Вот, поэтому мы возвращаемся, делаем карусель. Идем дальше. Делаем музыку. Вот, теперь можно добавить музыку. Например, вот Джосу Тренинг мне нравится. Раз. Добавили музыку. Опрос. Что такое опрос? Опрос – это анкета, голосование. Вы можете прилепить к своему посту опрос. Опрос о жизни бобров. Ну, бобры, я имею в виду, хорошие. Так. Да. Люблю бобров. Бобры добры, да. Ты слышала песню? Не люблю бобров. Всех щелей. Вот. Значит, можно анонимный опрос, либо можно несколько вариантов, можно запретить отмену. Тут есть опции, которые позволяют оформить пост, как вам нравится. Да? Товары. Товары нужны тогда, когда у вас вы делаете, когда у вас есть магазин и вы хотите что-нибудь толкнуть. То есть в этом смысле у вас должна быть картинка товара прикреплена к посту. То есть одно из этих фото должно быть картинкой товара. Они тоже комиссию берут, да? Как Товары. вот, Продажи. это еще должна быть, видимо, не простая картинка, а именно со ссылкой на магазин или как? Да, должна быть именно так. Сложнее тут немного с товарами, но в общем, если добавлять к посту товары, то вот, ну, в общем, в том сообществе, где магазин, если ты делаешь такой пост, то ты можешь добавить товары этого магазина. Ну, как бы предложить что-то. Файл мы изучали с вами, да, вот мы берем из моего набора файлов, сунули файл. Пригласить соавторов. Никогда не пользуюсь, не знаю, кто пользуется, но может быть кто-то, если мега суперценный пост, можно пригласить какого-то соавтора. Да. Совместно что-то делают. Да. Кто увидит этот пост, это вы понимаете, что вы можете показать его всем,
тогда все увидят, кто зарегистрирован в ВКонтакте. Либо только друзьям, либо близким друзьям, если вы кого-то добавили в близких друзей. Вот. Все, вот мы опубликовали. Сейчас только надо я не успел сказать запланировать. Вот я опубликовал совершенно ненужный пост, но мы можем по нему посмотреть, что наша ссылка работает. Там, кстати, Вот вопросы в чате. канал мой открылся, да? Сейчас мы эти вопросы посмотрим. Что, хэштег. Нажали на него, смотрим, работает хэштег. Показывает посты с таким же хэштегом. Вот. Ничего тут интересного нет. Что еще мы там добавляли? Мы добавляли файл и автора. На автора нажали, я попал в свой профиль. То есть вот это вот так работает. Если вы нажмете на какого-то автора или сообщество будет упомянуто. Точно так же я сейчас покажу. Можно упомянуть сообщество. Вместо вот этого. Видите, он тут подставил ID. Вот тут про ID спрашивал, да? У него же там все равно он помнит, как ID. Номер. Вот. У меня сообщество называется Places Impressions, то есть Places. Вот. Места и впечатления. Places Impressions. Вот ссылка на сообщество. Потому что у него тоже сделан ник. И как ссылка это будет? Это будет как ссылка Перейти. по которой перейти. Вот. Это очень здорово, да. Вот, хоп, на Вот сообщество. прям, да. Да. И перешли. Что я забыл сказать, очень важное. Можно сразу не публиковать. Можно отложить. Но здесь, когда вы уже опубликовали и редактируете, то этого сделать нельзя. То есть, если вы уже опубликовали, можно только отредактировать. Причем отредактировать, по-моему, тоже можно только в течение недели, что ли. Потом функция редактирования снимается. Ну, то есть становится недоступной. Я просто покажу, где вот это удалим это нафиг. Создать пост. Дальше надо что-нибудь написать. Дополнительно. Ой, не туда опять нажал. Извините. Тороплюсь. Мышка быстрая. Удалить. Хочу успеть показать еще раз. Вот, смотрите. Запланировать кнопку. Она просто такая серая, ее не видно. И это нормальный способ, если у вас есть нормальный план, какой-то календарный, что вы по понедельникам постите какой-нибудь лайфхак, по воскресеньям какой-нибудь рецепт, то вы можете заранее подготовить посты, разметить их на эти даты, время поставить. Я обычно ставлю 3 часа ночи, потому что в Москве 3 часа ночи, а в Владивостоке-то уже все проснулись. А вы что, вы Нет. почему почему? Вся Россия видела. Нет, просто чтобы начинали пост видеть оттуда. Как бы. Ну, такая фишка. Да, да. В 3 ночи? Я ставлю на 3 ночи, на 2, там, на 1. Тоже надо так делать. Ну, надо какое-то время, я решил вот начать. Это удобно, что можно заранее все Да, спланировать. добавить в очередь. И тогда этот пост у вас будет виден вот здесь вот отложенный. Видите? Он у вас здесь виден в отложенных постах. Так, посмотрим чат, пока вы смотрите. Видно, да, в отложенных постах вот он виден. Все посты есть отложенные. И вот он виден тут. Ну, как в Телеграме. отложенный. Да, Телеграме в Телеграме. Ну, это давно уже было, очень давно. Вот эти отложенные посты, они вообще... Так, Иван, а правда ли, что ссылки в постах режут сильно охват? Маргарита, я не согласен с этим, не понимаю, откуда такая информация. В общем... Ссылки режет охват? Охват, это же, ну, откуда он как бы берется? От того, чтобы люди читают, ставят лайки, делятся, и тогда алгоритмы подхватывают это как что-то интересное и начинают людям показывать в ленте. Если там есть ссылка, ну и ладно. Да, может быть, имеется в виду, что люди уходят с поста по ссылке вместо того, чтобы им делиться. Ну, это тоже логично, да? Но если там что-то полезное, так люди поделятся этим полезным с другом, да, этим постом. В общем, не могу ничего сказать про это, надо какие-то другие источники. Почему нет особого смысла постить музыку? У меня собственно есть номера песнями. Ну, мне кажется, что большинство людей смотрят ВКонтакте без звука. И когда вы листаете ленту, что на смартфоне, что на компьютере, именно вот ленту, да, не клипы и сторисы, а именно ленту, то никто там музыку не включает.
Ну, мне так кажется. Да. Ну, то есть, ну, Фиша какой- такая. вот мы листаем с вами посты. Ну, вот я знаю, что где-то есть музыка. Я ни разу ее не послушал. У тебя еще, скорее всего, у тебя будет своя музыка, там откуда-то играть. Да. Ты же И, будешь Да, под да, звук наушники. просто листать. ну, в общем, поэтому то, что вы публикуете треки на стене сообщества, ну, это ваше право, как бы, и классно. И я заходил, послушал, в общем, нормально. Нет, если это, наверное, не музыкальный канал, который там пишет про какой-то трек, потом он его может прикрепить там ниже, тогда да. Да, Тогда наверное, лучше. лучше публиковать треки где-нибудь там в Яндекс Музыке или завести подкаст именно аудио, да, чтобы вот чтобы аудио составляющая была там отдельно. Но, ну не знаю. Вот, мне Ну кажется, вот, что это, кстати, наверное, тоже вариант, когда если у тебя есть текстовая версия и аудиоверсия, ты можешь ее в эту музыку, наверное, включить. Только так. да, да. Что-нибудь Вот такое. пишет также Маргарита, да, что хотела через ВК-музыку, но слишком много мороки авторства подтверждать. Ну, ничего не могу сказать, не пробовал, сам музыку не пишу, но мои друзья музыканты вот недавно выпустили альбом, у них в Яндекс Музыке он доступен, и в ВК. Ну, наверное, да, нужно как-то там вложить какие-то усилия, чтобы это заработало. Вот. Давайте перейдем тогда к статьям, как завершающей на сегодня теме. Мы попадем в профиль, и вот есть пункт статьи, либо есть вот здесь вот такой маленький пункт статьи, то есть создать пост, либо статью можно, да? Когда мы нажимаем «Создать статью», мы видим, что здесь суперредактор есть. Он предполагает заголовок статьи. О чем мы сегодня говорим? Мастер-класс ВК. Это название. Если нажимаете Enter, то тут появляются специальные инструменты для добавления контента. Мы говорим про ВК. Вот, я добавил какой-то текст. Мы снова. Я добавил еще какой-то текст, и давайте его размножим, чтобы мне не печатать много. Вот. Вот, значит, у нас есть некоторый контент. Выделяя, мы можем выбрать разметку. У нас есть заголовок второго уровня или третьего. Вот, потому что первое это было название, ну, положим, что первого, второго. Вот это заголовок первого уровня, это заголовок второго уровня. Надо использовать такие заголовки для того, чтобы ваши статьи читались лучше, потому что если вы их не используете, они читаются хуже. С этим даже к бабке не ходи. Здесь есть вот такие вот три точки, можно перемещать абзацы, очень удобно между собой. Вот, если блоки текста большие. Ну и если мы снова нажмем в пустое место, появляется плюсик. Зачем этот плюсик? Плюсик позволяет втолкнуть сюда разный контент. Изображение, видеозапись, музыку, опрос, товары, все, что там было. Кстати, здесь стало больше. Раньше было вот их три штучки. Даже таблицу можно. Таблицу нельзя вставлять в Дзене, например. Причем вот таблица. Вот. Это как в обычных текстовых документах, да? Вот эти Да, вот такие. смотрите, значит, фотографии давайте ставим. Почему фотография это хорошо? Вот какую-нибудь ставим фотографию, ну, давайте, ну, мне нравится, в черных очках я. Вот. Видите, фотография вставилась, ее тоже можно таскать за вот эти три точки. Вот. Перемещать здесь, сюда, например, ее сунуть, да? И если она выделена, то тут есть варианты. Что это такое? Комментарий, не знаю, кому он нужен. Тут есть варианты обтекания текста, либо между текстом, либо еще как-то вот расширить по краям, либо вот вообще расширить. То есть есть варианты. Видите, она, если вот так я нажал, она встала текст справа. Мне так не нравится. Что здесь еще важно, то комментарий, это, наверное, имеется в виду как раз подпись. Я хотел рассказать про подпись, а это назвали теперь комментарием. Комментарий, это называется Может, типа подпись. комментарий там сделать. Иван в очках. Писать, что на это. Иван в очках. Ну там по-любому, если Вот, подпись смотрите. будет, она так же будет. Иван в очках, теперь это справа некий комментарий. А вот раньше у них Ну была вот надо еще подпись. проверить, как это будет работать. Или не факт, что это будет работать. Вот. Я понял. И А это вообще ты можешь, по сути, сам начать ветку комментариев, они тебе потом будут отвечать там. Наверное, да. да, это вот классная тема. Что значит? Тут есть еще такая кнопочка «Создать карусель». Карусель мы уже раньше видели. Это значит, вы можете сюда запихнуть еще несколько фотографий.
например, чтобы видеть эффект от работы нейросети, мы вот добавим сюда несколько фотографий. Я уже забыла, какая была. Это уже было. Была в самом начале, вот это вот возьмем. Там в целом любую, я думаю, можно Да, поставить. где вот были фонарики. Фонарики-то были, вот они, фонарики. Сохранить. То есть у нас получилась карусель, и мы можем ее листать, когда опубликуем статью. Когда мы опубликуем, она будет выглядеть немного по-другому. Вот. Соответственно, еще здесь можно выделенный текст преобразовать в ссылку, зачеркнутый в курсив, и тоже добавить какой-то комментарий. А, также цитатник вот есть еще. Вот так вот выглядит цитатник. То есть, если мы чью-то чужую фразу хотим использовать, мы можем пометить как цитату. Это очень похоже на Дзен-редактор. И на Ну, Телеграм. Вот. Ну и здесь вот, например, если вы хотите написать «пройдите по ссылке», то вы можете этот текст выделить и назначить ему ссылку. Давайте ссылку выберем то же самое, HTTP. В этом ноутбуке я не попадаю. dzn.ru. Ну, да. Вот. Теперь это активная ссылка. Соответственно, можно ли здесь упоминание делать, я не знаю. Но на всякий случай попробуем, да? Иван.Савин. У меня упоминание такое. Скорее всего, не сработает. Вот теперь, когда мы закончили эту статью и разметили ее грамотно и красиво, и все сделали, как нам нравится, можно ее опубликовать. Значит, можно поставить галочку в разделе «Статьи», показывать, а можно не показывать. Можно выбрать какую-то другую обложку, если у вас несколько картинок. Статья будет сохранена по этой ссылке. И нажать «Опубликовать». Статья сохранена и доступна по ссылке. Вот пока вот такое состояние означает, что у вас просто есть статья в разделе «Статьи». Если вы хотите поделиться ей в ленте, то надо создать пост. Как интересно. Раздел статьи, это вообще что-то отдельное. Да. То есть это отдельный раздел. Это как телеграф в Телеграме. Это Да, что-то да. Да, такое. это как телеграф в Телеграме. Это просто для чего это надо? Статьи нужны для того, чтобы форматированный текст иметь. Да? Отформатированный. Чтобы форматированный текст вот опубликовать. Вот смотрите, я опубликовал, смотрим. Вот видите, появился пост, где есть ссылка на мою вот эту вот статью. Хоба. Переходим, и она появляется. Можно же оформить там, подписать побольше. Да, там, можно например, отписать, что-то. написать, читайте здесь. Нет, а можно Да. начало какое-то сделать, начало статьи, а подробнее дальше Да, читайте. да. Вот. И вот смотрите, в разделе статьи он мне пишет, что я не добавил. Коллеги, вот там, когда ты переходишь Статьи. в Телеграф, там у тебя все равно есть и каждый Конечно. но она визуально выделяется. Что типа у тебя там что-то интересное. Нет, тут тоже ты можешь так оформить. Ну, как там, ленте. я имею в виду, что там это автоматически делается. Вот когда у тебя ссылка на Телеграф, она автоматически выделяется. Вот моя статья. Спасибо, что сказали обновить. Друзья, сейчас осталось 2 минуты. Мастер, вот моя статья появилась у меня в разделе статьи. Видишь, тут маленький такой заголовочек. И вот она, вот можно по ней перейти. Для примера, вот у меня есть 88 Help сообщество. В А нем вот это, можно вопрос? Да. Там вот верхнее меню, где у вас такие фото, она редактируется, потому что вот это? Афродита показывала, что у нее вот статьи эти в самом конце. Да, да. Нет, где вот статьи, фото, клипы. Вот ниже вот эти вот, да, Да-да-да. статьи, фото, клипы, не, Чуть вот повыше. где мы Эти? сейчас. Да. Да. Менюшечка вот здесь настраивается. Ага. То есть вот можно здесь нажать шестеренку и настроить. Ты вот, видишь, тут все. Можно переставить что-то. Вот, покажу просто вам, как выглядят статьи, когда они оформлены. Вот мое сообщество по компьютерной помощи, и здесь тоже есть раздел статьи. Вот видите, видеоролики, здесь видео, а вот здесь вот есть еще статьи. Видео, услуги, обсуждения, статьи. Как перейдем в статьи, вот как выглядят оформленные статьи. Вот любимые папки всегда под рукой. Вот статья, она со скриншотиками тут, с разметочкой, и в нее даже впендюрен, извините, встроен видеоролик, по которому можно пойти посмотреть.
по ссылочке, он встраивается. Правда, он на YouTube, ничего нам тут, наверное, не покажет. Вот статья еще одна с картинкой, с разметкой. Вот. Так выглядят статьи. И вот они выглядят вот так, если у них есть нормальное оформление хорошее, и можно этим пользоваться. То есть в пост, ну, пост вы так не оформите, там нет таких возможностей. Так, друзья, давайте будем потихоньку завершать. Типа закрепить только одну можно. Мы не поговорили с вами про сообщество, про продвижение чуть-чуть и про видео, потому что уже 8 часов, но мы зато поговорили про много чего другого. Поэтому, насколько я помню, в пятницу у нас вторая встреча, и мы это все там обсудим, так что имейте в виду. Так, есть ли у нас какие-то вопросы, на которые можем потратить, не знаю, минут, наверное, 10, потому что ну, нехорошо без вопросов, а если они есть, то можно даже голосом спросить. Да мы вроде походы говорим на самом деле сегодня. Посты со ссылками. Посты со ссылками – это, наверное, комментарий к статьям, да, Маргарита? То есть не надо нам никаких статей. Ну, статьи нужны тогда, когда они нужны. То есть, опять же, сейчас текстовый формат снова получает популярность. Например, Дзен теперь перестал начислять за просмотр видео, начисляет только за просмотр текстовых статей. Вот. Поэтому мы возвращаемся. Они раньше, как YouTube, платили за видео. Они платили за дочитывание статей, за просмотр видео, в общем, за время, проведенное на сайте. Когда-то давно они платили за количество просмотров, что-то такое, там все накручивали просмотры статей. Вот. Потом стали платить за дочитывание. Все стали так делать, чтобы их дочитывали. Потом стали видео, когда внедрили видео. Получается, там важнее даже не столько, сколько ты читал статью, а чтобы ты ее просто до конца дочитал, да? Да. Ну и вот в текущей модели до того, как до изменений, они просто хотели, чтобы ты, может, даже статью не долистывать, ты должен посидеть подольше на сайте статьи, ну как бы на страничке. И это вот время считалось. А до этого они считали, когда ты долистал до конца статью. Читал. Ну, текст, я очень люблю текст писать, поэтому мне нравится. Я видео тоже люблю снимать, но текст это же просто... Вот лучше Дзен, да? Ну, здесь сложно понять, что лучше. Если есть силы, надо кросс-постить. Ну, то есть размещать на всех платформах, которые есть силы. Тоже, наверное, разное. Мы зайдем. Не, ну почему разные? Зачем? Ну, я вот вообще никогда пока не зайду, и после вот сегодняшнего, при всем уважении, мне только хуже стало. Согласен. Нет, ну, здесь просто кто зачем, за что борется. Да, есть классная платформа. Мне нравится, что есть... Который не пересекается. Да, много возможностей. Там одна аудитория, здесь другая, в Одноклассниках третья. Вот, поэтому... Да. Обычно же делают просто, у тебя общий контент ну, там на 70% или на 80% он одинаковый, и там ты можешь для какой-то отдельной соцсети делать там эксклюзивные посты, вот так можно делать. Ну, в принципе, Ну, если время периодически. Я просто делаю кросс-пост. Если я что-то, короткие посты у меня и ВКонтакте, и в Дзене одинаковые, и в Телеге тоже. Только подписи разные. Я Ну, думаю, что можно терять, вот в моем случае, я психолог, я теряю людей тем, что я только в Телеграме сижу. Надо, да. Надо охваты полные делать, если есть время, то надо этим заниматься. Ну, либо нанять людей, которые будут это делать за вас. Но им придется платить. Но здесь баланс. Друзья, спасибо большое, что слушали и смотрели. Давайте я включу видео, чтобы с вами попрощаться. Спасибо. И спасибо аудитории, которая была здесь, 20:03. Но мы сегодня немного задержались, но зато довольно нормально, продуктивно поработали. Много сегодня шагили. Да, если у вас вдруг вы вспомните какой-нибудь вопрос, напишите его в чатик наш в Телеграме. Ой, а что это я сделал? А также покупайте холодный кофе. Да, вот также покупайте холодный кофе. В общем, да. И на этом я останавливаю запись. Прощаюсь с вами до следующей встречи, до пятницы. Да? Да. Спасибо большое. Всем пока. Спасибо.